Продолжаем нашу работу. Сегодня мы поговорим об эффектах. То есть пришла пора уже сделать нашу модель, сцену нашу уже, и получить из нее фотореалистичные изображения. Но для этого нужно еще поработать. Если вы обратили внимание, то с момента последнего предыдущего видео здесь я еще немножечко потрудился и добавил. Ну, все-таки я поменял текстуру здесь и добавил гораздо больше озеленения, мелких разных деталей, дорогу. Ну, и если мы здесь теперь изблизи посмотрим, то вы увидите, да, все эти мелкие детали. Конечно, это очень-очень трудоемкая работа, такие мелкие детали, но зато теперь, например, берег, он получается, например, выглядит как такой реально берег есть на самом деле. Ну и также вот таких мелких деталей я добавил внутри. Это не окончательно. Мы когда будем делать изображение, то в результате нам потом может быть понадобится что-то поменять, и мы будем постоянно менять. Для того, чтобы сделать фотореалистическое изображение, здесь есть инструмент. Вот этот инструмент мы дальше будем рассматривать. Первая кнопочка — это фото. Нажимаю я эту кнопочку фото, и мы переходим вот сюда. Экран немножко поменялся. Вся наша модель отображается вот так, как она была в таком вот положении. И дальше нам необходимо выбрать ракурсы, то есть точки, откуда мы будем фотографировать наш объект. Как это делается? Я уже некоторые эти точки выбрал, может быть, добавим еще. Вот первая точка, которую я выбрал, это вот такое изображение. Дальше вторая точка, вот так изображение выглядит. Ну, то есть у меня идея какая? Показать крепость целиком, а потом зайти в нее и посмотреть, что есть внутри. То есть мы заходим в нее, дальше вот вход в нее, вид отсюда, дальше тот же вид, но поближе, да, поближе. Ну, еще один вид поближе, затем еще один вид уже через двери. Ну, мне вот нравится вот эта точка, видите, мы видим, как там что происходит. Ну и внутри мы видим наш дворец, немножечко под углом с одной стороны, под углом с другой стороны и вот так впереди. Вот по такие точки я выбрал. Итого у меня получилось их 9. Ну, как они выбираются, мы давайте на примере 10 посмотрим. 10 точку, возьмем такую, которую мы еще не выбирали с вами. Например, мы заберемся вот сюда на башню и вид с башни покажем, да, что мы будем видеть с башни во дворце. То есть, вот смотрите, да, интересный вид получается. Я точно так же управляю моделью, как обычно, да, то есть единственное, я смотрю, чтобы у меня получилось какое-то красивое изображение. И вот смотрите, я специально так вот поставлю, чтобы оно было выглядело. И дальше мне остается нажать вот эту кнопочку «Запасная камера». Этот вид зафиксировался, я всегда к нему могу подойти. Для управления видами есть у нас здесь кнопочки горизонталь на уровне глаз и набор на уровне глаз. Здесь задан 1,60 м. Но я могу это что поднять выше, ниже. Могу поменять вот так вот расстояние фокусное. Фокусное расстояние позволяет посмотреть, приблизить объектив, не меняя точки стояния. Вот, например, видите, вот такой интересный момент. Я приблизил и вижу так, меняя фокусное расстояние. Могу отодвинуть фокусное расстояние. Значит, могу назначить. Если я переезжаю колесиком, то я переезжаю целиком, точку стояния переношу. И вот, например, я перенес точку стояния вперед и нажму
переместить, не переместить, а набор на уровне глаз и линия горизонта. Вот этот стандартный набор, которым рекомендуется пользоваться. И обычно человек видит именно так. Стоит, ну, если ваш рост выше, можете чуть-чуть там поменять, видите, 1,70 м. Но не более того. А дальше мы можем воспользоваться фокусным расстоянием, и тогда получится решение наше абсолютно. Видите, куда-то я забрел непонятно куда, да? Теперь надо вернуться. И если что-то там не возвращается, я могу щелкнуть по изображению вот здесь. И, видите, я вернулся в то положение, которое я первоначально назначал. Вот таким образом выбирается точка. Ну, я думаю, нам вот этих 10 точек хватит. Поскольку здесь точно так же, как и с материалами, можно экспериментировать бесконечно. Ну а теперь давайте прямо с этой точки мы начнем, которую создали, и далее применим эффекты, стили, которые позволяют нам создать фотореалистичное изображение. Ну и давайте вот на примере вот этого будем с вами это рассматривать. Видите, здесь 10-е фото, пользовательский стиль. Этот стиль можно поменять. По умолчанию вот здесь имеется несколько стилей. Ну и давайте посмотрим, что это такое. Ну, в целом стиль это что? Набор эффектов, которые позволяют получить изображение. Например, акварельные краски. И вот смотрите, видите, что получилось с нашего изображения. Мы можем нажать вот тут предварительно, чтобы такая черновая визуализация прошла. Вот мы будем видеть такую картину. Ну, в нашем случае это пока не подходит. Выберем цветной эскиз. Опять же, предварительно, ну, не очень подходит, да? Нас интересует реалистично. Но ночью у нас источника света нет, интерьер тоже нет, не подходит вообще. Пасмурная погода. Вот. И нажмем. Вот, выглядит так. Ну, кстати, я больше так положительно отношусь к вот этим стилям пасмурная погода, поскольку реально, если я хочу получить изображение, то реально вообще-то в жизни больше всего так все и выглядит. Но мы сделаем чуть поярче. Например, рассвет. Рассвет, ну вот так выглядит, видите, здесь уже более, наверное, то, что мы хотим. И комбинация эффектов, ну вот видите, вид уже такой другой. Следующий, реалистичный. Ну вот он уже, видите, тоже другой. А вот этот, наверное, нам более всего подходит. Кроме вот этого вида, который, ну, набора эффектов, стиля, мы можем, вот мы здесь проведем разные настройки, и то, что у нас получилось, вы посмотрите, это занимает время. И это надо либо записывать, или проще можно, что потом полученный вот этот набор, что мы сделаем, сохранить. Мы его можем сохранить в виде файла. Когда понадобится, мы его можем потом назад загрузить. Вот у меня есть сохраненные разного рода эффекты, которые, ну, когда-то были мне такими, показались хорошими, да, вот я включаю, например, вот один из стилей, да, вот этот стиль, вот у меня он, видите, вот такой. Есть у меня там, допустим, еще эффекты интересные, вот, ну, вот этот не могу не показать, пасмурный, мне тоже он показался хороший, да, ну, вот тогда, ну, только, ну, здесь, наверное, не очень подходит, да. Есть еще стили заготовленные, реалистичные, вот тут, это, вот он, стиль. Видите, мы можем даже
показать это зимой, да. И смотрите, как оно зимой выглядит. Мы можем здесь показать, падает снег, размер частички. И если это записать в виде видео, это будет, смотри, очень даже шикарно выглядит, да. Может быть, даже лучше, чем летом это выглядит. И я еще в сомнении окончательно сделать как, например, видео. Может быть, с таким эффектом, да, возможно. Ну, если что, может, вы мне подскажете. В комментариях напишите, да, как лучше. Вот, например, мне вот так, ну, может быть, чуть-чуть поменьше сделать снега. Мне кажется, что так будет выглядеть, ну, может быть, даже лучше, да. Вот я отъеду, посмотрю, да, что у нас получается. Ну, только бедных уточек надо отсюда убрать. Так, ну, давайте посмотрим. Вот так вот. Ну, вот такое выглядит, да. Впечатляюще, да, будет выглядеть. Ну, подумаем. Так. А сейчас мы должны сделать свой. Чтобы сделать свой, мы здесь его выберем. Пользовательский. Ну вот. Вот он у меня стоит такой, как и последний был стоять. Ну ладно, тогда мы его выберем реалистичный. Реалистично. И вот этот эффект снега и дождя, дождь тоже, кстати, красиво получается, дает нам эффект атмосферные осадки. Вот я, видите, все поубираю. За исключением одного момента. Вот здесь есть кнопочка в эффекте атмосферные осадки, называется она дополнительное добавление тумана. Я чуть-чуть тумана добавлю. Если вы вспомните, как вы видите, например, глядя на какой-то пейзаж, что вдали как бы дымка такая. Вот эту дымку мы и создали. Дальше, что тут есть у нас за эффекты и что они дают по умолчанию? Мы можем эти эффекты добавлять, и мы будем добавлять их очень просто. Мы можем вот здесь включить и выбрать эффекты. Ну, все, что возможно, они уже там, наверное, есть. Например, что тут есть эффекты, которые касаются Солнца. И видите, можем, вот этот мы включили эффект, туда взяли себе, а вот это нет. Ну, для данного случая, вот допустим этот, ну что, не подходит, да? А это тоже. Вот этот возможно, но это такие, ну, скорее всего, нет. Теперь посмотрите, погода. Мы это взяли, туман нам не нужен, он уже есть. Небо, ну вот у нас есть северное сияние. Ну, в Беларуси северное сияние не бывает, да? Вот это взяли, тут есть облака, реальные небеса, поэтому в этом смысла нет. Облака на горизонте, ну, тут... Ну, наверное, ничего хорошего с ним не получится. Объемные облака, это где-то там в пустынях бывают. Ну, следы от самолета тоже нам ни к чему. Объекты, видите, вода, фотоэффект. Ну-ка, давайте его мы добавим. Посмотрим сюда. Добавили. Посмотрим, что он нам даст. Сейчас еще посмотрим объекты, которые нам бы можно было выбрать. Теперь смотрите, фотосоответствие, ну то есть отражение в воде. Ну давайте его добавим. Может быть, что-то мы извлечем. Ну, ручная камера, экспозиция, глубина резкости. Это мы можем и редактировать в осадках, там тоже такое же. Это тоже не подходит. Анимация, ну, к сожалению, у нас таких человечков нет в одежде нам подходящей, да. Потом художественный, это у нас уже есть. Ну, это все изображает эти эффекты, какой-то художественный стиль. Видите, эскиз и прочее. Заострять мы взяли, ну, виньетка ни к чему нам.
шум и краски ни к чему. Здесь, ну вы видите, да, какие тут здесь стили. Это художественные, как будто красками или другими инструментами нарисовано. Даже можно вот в стиле художников определенно сделать. Ну и расширенный, это у нас здесь, ну пока нам разрез не нужен, остальные в использовании. Давайте мы разберемся с теми, что у нас есть. Ну, первое. Первый самый важный эффект, которым надо работать, это эффект, вот он, солнце. Значит, что он дает нам возможность? Какую? Вот смотрите, я меняю высоту солнца. И вот что происходит, да? Ну, возьмем вот так. Дальше, положение солнца. И видите, вот солнце у нас с левой стороны, потом оно перемещается на правую сторону. И вот так у нас фасад весь в тени, да? Ну, наверное, не очень хорошо. Мы лучше наоборот, его осветим так, чтобы он был, ну, например, с левой стороны. Предварительно посмотрели, более-менее подходящий. Ну, можно чуть-чуть яркость, но здесь лучше яркость не менять, размер диска не менять. Дальше смотрим, две точки перспективы. Что это за эффект? Здесь, смотрите, я его выключу. Вот его, видите, ну, может быть, здесь оно не очень хорошо заметно. Ну, здание стоит, ну, как-то так неестественно, да? А мы-то видим все здания как? В перспективе. Вот видите, оно стало в перспективе. То есть передние ребра стоят строго вертикально, а задние уменьшены. Ну, то есть как в перспективе полностью. Поэтому, если мы делаем экстерьер, то это надо обязательно включать. Дальше, другие. Атмосферные осадки. Мы уже с вами поговорили, что это такое. Можем включить здесь дождь, снег, фазу осадков, количество частиц, размер их. Можем установить здесь заблокировано деревьями и растениями. Это значит что? Что вот здесь под деревом снег не будет лежать, а дальше будет. Вот тут установить расстояние, на котором не будет лежать. Дополнительно добавить туман. Можем сделать полосы дождя, размер, смещение. Ну, мы здесь единственное, что сделали, это дополнительно немножко добавили тумана. Мы сейчас будем без дождя и без снега. Дальше, реальные небеса. То есть вот обратите внимание на небо, и мы можем что? Здесь поменять. Можем щелкнуть и выбрать, ну вот у нас выбрано уже, другое небо. Можем яркость его сделать больше, меньше, да. Ну, в среднем положении здесь, наверное, самое такое оптимальное, да, что может быть. Вот легкие такие тучки, все достаточно. Дальше, тут что? Следующее, заострять. И посмотрите, вот внимательно сюда, в это место. Вот я меняю здесь заострять, и оно становится, ну, как бы изображение четче, да, четче. Ну, поэтому обычно я, что всегда включаю вот это заострять. Дальше, экспозиция. Ну, экспозиция стоит постоянно посерединке, и в данном случае ее трогать, наверное, не нужно вообще. Поскольку если у нас будет света много, то мы еще потом будем обрабатывать снимок в фоторедакторе, то мы всегда эту экспозицию можем поменять, так чтобы было красиво. Поэтому здесь в данном случае лучше не трогать. Коррекция цвета. Ну и коррекцию света здесь лучше не трогать. Вот это все, как по умолчанию есть, так и пусть и будет. А вот потом уже в фоторедакторе мы все эти необходимые показатели можем поменять. Ну, там хорошо тем, что мы можем не испортить основную фотографию, а поменять и будем видеть, как будет меняться отображение. Там это сделать немножко проще. И у нас есть еще отражение. Отражение. Значит, посмотрите, вот у нас здесь есть окна.
И в окнах стоят стекла. И в стеклах, когда попадает солнечный свет, он его отражает. И если, например, у нас стоит там близко деревья или что-то другое, мы потом можем оттуда видеть, например, зеркальное отображение каких-то элементов. Часть света отражаться. И для того, чтобы было все естественно, то нам надо эти плоскости выбрать. Я нажимаю «Редактировать». Добавляю кнопочку здесь плюсик. И вот щелкаю по этому окошку. И видите, все окна, которые в этой плоскости стоят, они стали заштрихованными зелененькими. То есть у них будет отражаться свет. Нажимаю галочку «Подтверждаю». И еще редактирую плоскости, добавляю. И добавляем вон там внутри окошки. Видите, они стали тоже все такие. Добавляю. Больше тут у нас плоскостей нет, которые бы отражали свет. Дальше возвращаемся к эффектам. Все, мы все посмотрели, за исключением вот этих. Давайте мы с ним поработаем, посмотрим. И мы его использовать не будем, но только лишь единственное, я хочу, чтобы вы понимали, что с ним можно делать. Вот здесь есть мы можем загрузить фотографию, то есть это фотография местности, где будет находиться наш объект. И затем 3D модель нашего объекта мы можем поставить вот сюда, где мы планируем его построить. И сама модель будет именно в той проекции, которая необходима. Вот видите, может она быть там в изометрии, в любой другой проекции. В контрольную точку можем сюда поставить, растянуть, увеличить и получить фотографию соответствия. То есть мы будем видеть, как будет выглядеть наш объект на местности. Вот это интересное, но нам оно неприменимое. Посмотрим, что нам дает эффект, который называется вода. И видите, что здесь можно сделать. Давайте посмотрим. Включим кнопочку под водой. То есть все выглядит так, как будто здесь затоплено водой. Океан. Океана у нас нет, то ничего и не выглядит. То есть вся местность здесь будет превращаться в океан. То есть для наших случаев, для нашего конкретного случая, мы его 2 раза щелкаем и удаляем. Фото соответствие тоже. И давайте посмотрим здесь, что нам еще. Здесь вот это солнце должно быть у нас. Так, и должно быть у нас еще заострять, экспозиция, коррекция, отражение. Гиперсвет немножко включим его. И здесь еще атмосферные осадки. Осадки. Еще раз. Убираем все это. Дождь, снег, количество частиц. Туман убираем. И будем настраивать. Так, теперь переходим к Солнцу. Солнце, давайте выберем положение Солнца, так, чтобы было у нас оно, то есть мы смотрели предварительно, а теперь мы делаем уже окончательно, окончательно так, как мы хотим. Вот так сделаем. Наверное, что-то не очень мне нравится. Вот так, может быть, Пусть будет так. Заострять у нас включим полностью. Так, что еще у нас? Отражение. Проверим, чтобы оно было включено. Видите? Вот так. Включили. Теперь посмотрим, обнаружились ли они. Не очень обнаружились. Мы вот эти еще должны включить. И вы скажете, мы уже включали, мы включали, но я же эти убрал эффекты, когда показывал. Поэтому
Теперь надо включить это нам снова. Вот. Есть. Все включили. Теперь еще что мы тут можем включить? Ну, свет неба. Пусть остается. Так, гиперсвет. Ну, гиперсвет его не видно без визуализации. И здесь, ну, тени как по умолчанию стоят, то пусть остаются. Так, ну, собственно, все. Теперь давайте, что мы дальше, как будем получать фотографию. Значит, то, что я настроил, этот эффект, я нажму вот здесь камеру, то есть я зафиксирую все, что есть здесь, положение и набор эффектов. Если у нас красиво получится, мы этот набор сохраним себе и потом будем им пользоваться. Теперь я могу нажать кнопочку рендер. Значит, Lumen выполняет рендер текущего изображения в разных качествах. Видите, одно, второе, тут 1200 на 800, 1920 на 1080, больше и постер даже. Это такое качество изображения, что потом мы можем распечатать плакат во всю стенку. Ну, и вот это идеал, стандарт, который мы должны сделать. Но он будет рендер проходить порядка там, от 1 до 2 минут, в зависимости от насыщенности. Поэтому обычно сначала делают этот, смотрят, как получается, он уже будет почти приближен к этому, а потом уже окончательно делают тот. И мы можем дополнительно вывести разного рода, что карты, нормали, там видите, отражение, освещение, альфа, свойств материала. Эти вещи выводятся тогда, когда мы хотим потом работать профессионально уже в фотошопе для постобработки изображений. Ну, я думаю, нам это не понадобится. Мы там, конечно, постобработаем наши изображения, но мы обойдемся сразу готовым изображением. Итак, я нажимаю электронная почта. Ну, его куда-то надо нам сохранить. Ну, пусть оно будет здесь, где эффекты. Назову его 1. Сохраняю. И вот смотрим процесс, что происходит. И вот видите, здесь сейчас это наше здание, оно выглядит гораздо лучше, чем оно выглядело просто там уже в сцене. Да? Теперь здесь уже и накладывается, и вы, если видите, вот здесь в окнах есть отражение, да, тени здесь есть, ну, то есть вид становится лучше и почти такой, как мы хотели бы. Ну вот и все, нажимаем ОК, и можем там открыть папку, и мы увидим там вот такое изображение. Так, ну а если нас, допустим, что-то не устраивает, нам можно что сделать? Вот здесь поменять, например, там высоту солнца поменять, положение солнца поменять, изменить, да. Ну, допустим, вот так поменяли. И можно опять сделать такой же рендер. Ну, вас, наверное, интересует то, что получится в результате вот такого качества, да? Ну, давайте попробуем. Как такое качество получилось? Что он нам дает? Хочет заменить имеющийся файл. Заменим. И, видите, этот сам процесс будет идти, ну, минимум, вот сейчас покажет нам время здесь. Вот, минута 42 секунды, минута даже больше, 50, да. Ну, это не так много, но вот смотрите, когда мы будем записывать видео, да, если вот мы будем записывать видео в таком высоком качестве, то у нас видео состоит из отдельных кадров. На 1 минуту 30 кадров. И вот представьте себе, видео 30 секунд. Это 900 кадров. И каждый кадр визуализируется, да, вот таким же образом. И вот помножьте теперь 900 кадров на 2 минуты, 1800 поделите на 60, получаем 30-секундное видео, оно
визуализируется 3 часа. Да, 3 часа. А если больше, то соответственно больше. Ну и вот смотрите, мы там внесли поправку, да, видите, поправочка наша, ну не очень, наверное, хороша, поскольку она нам дает такую тень вот здесь, ну не очень подходящую, да. Ну что здесь, ничего страшного нет, да. Вот для этого делается первоначальный рендер. И по нему мы точно видим, что как будет. А вот уже потом, второй раз мы делаем с теми же самыми настройками, но повышаем качество. И тогда повышается качество и становится гораздо лучше. Ну, вот здесь к качеству самому вопросов-то нет больших. Здесь единственное качество, то есть вопрос есть чему, вот к этой тени, да. Мы солнце сильно в сторону отодвинули, и вот здесь этот угол сильно в тени получается. Кстати, здесь мы отодвинули, да не так. Это ж тень-то не от этой части здания, это тень от башни, которая за нами, да. Это получается, вот видите, вот эта башня, да, выглядит таким вот образом, дает тень. Ну тогда я даже не знаю, может быть, есть смысл оставить. Я сразу не сообразил, да, что это тень от башни. Мне что-то показалось, что это вот эта тень от этой части. Да, точно, тень от башни. Ну, может быть, мы сам ракурс выбрали не очень хорошо, да. Но у нас есть и другие, мы повыбирали и другие. Значит, я вот те ракурсы, которые выбраны, уже сделаю отдельно. Сделаю отдельно все вот эти рендеры, вот видите, все вот эти, которые здесь есть. И потом в следующий раз вам их продемонстрирую. Ну, поскольку вы сами понимаете, что вот одна картинка занимает 2 минуты, да, это займет много времени. И дальше, что я хотел бы обратить ваше внимание. Вот видите, сам процесс вот выбора, вот создания, например, выбора положения какого-то, да, это все занимает время, да, найти точку, настроить стили, да, это все занимает время. И поскольку этот процесс получается не такой быстрый, как бы первоначально казалось. Ну а на сегодня мы на этом поставим точку.